Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой снова спавнимся в нашем любимом, родном, теплом туалете. Значит, по плану Капкану, который был разработан специально на сегодняшнюю серию, нам нужно разложить все по местам, поспать, а завтра съездить кое-куда. Кое-куда и кое-зачем. Плюс надо разобраться с автомобилем, что-то с ним не так, мне кажется, все-таки. Чисто гипотетически, если я сейчас приподниму автомобиль, колесо вылезет из текстуры же. Давай попробуем вот так сделать, с этой стороны прям. Вот так вот. То есть я думаю, что она просто застряла немножко в текстуре. Нет, это не текстура нихуя, походу. Плюс надо еще, прикрутить сегодня крышку к этой херне сцепления. Ну как-то машину первоначально бы загнать бы хорошо бы туда. Давай, старт дай, пожалуйста. Не дается, прикинь. Вот это, блядь, такая машина, конечно. Она вообще не едет. Что за бред-то, я понять не могу. Она просто стопится об что-то. Только об что? Давай еще немного ее провезем, чтобы мы, если вдруг яму упали, то все было нормально. Нету. А больше нет. Подожди, а почему? А почему больше нет? Аккумулятор, что ли, сдох? Но больше ничего здесь нет вообще. Так, 8 берем, значит, ключ. Где ключ? В багажнике, по-моему. 8 ключ. Сначала мы снимаем, который ближе к нам. Потом вот этот. Потом достаем сам по себе аккумулятор. Так нет, ему же нормально вообще. По идее-то. Он полон энергии. А почему старта-то нет никакого вообще? Я про то, что у меня даже не работает ничего, нету как будто бы аккумулятора. Не понял. Почему так-то? Но выглядит все именно так, что нет как будто бы электроники, но все подсоединено. Как будто нет аккумулятора. Подожди, а если я сделаю Q к меню и Continue нажму? Не понял. И вот сейчас начинается самая интересная часть нашего прохождения. Это гугление проблем всяких. Вообще, по-хорошему, я бы сейчас взял бы и открыл бы наш с вами гайд, который у нас был. Где-то буквально в пару метрах от нас. Так, секундочку. Так, я порылся в мануальчике. Там прям полезного супер чего-то нет, но мы попробуем все равно что-то сделать сегодня с машиной. Значит, смотри, во-первых, я хуй знает, почему так просела машина. Я погуглю чуть-чуть это позже, перед тем, как заводиться в следующий раз. Нам нужно, поставить крышку, которую я не могу вспомнить. Она вроде вот, и вроде бы ее нам нужно куда-то поставить даже. Только куда? Именно-то куда она ставится? Где-то на коробку переключения передач. С какой стороны и как туда подлезть, мне нет известно. Но по идее я вот видел, что вот тут еще есть такая специальная штука. Как будто бы под нее. Чтобы закрыть вот эти вот
все цепи, которые там находятся. Вот такое прям ощущение, что сюда. Но опять-таки, это мое ощущение. Я сейчас загуглю. Секундочку. Не, ну я был прав. Нам нужно Inspection Cover, вот этот вот, cover, поставить вот сюда. Каким-то чудесным, сука, образом. Он туда не встает никак. Почему? Я бы его еще поближе к себе бы подтащил бы, вот хотя бы вот так. Он сюда не встает ни в какую. Никак вообще. Но чтобы достать двигатель и поставить вот это туда, ну это бред вообще, мне кажется. У меня двигатель полностью собран как надо. Вот она не ставится туда. И что будет, если я буду ездить без нее? На ТО не пройду, это понятное дело. Не ТО, а как бы лицензию не получу на эти, на номерные знаки. Это понятно. Хотя если убрать, я думаю, вот эту какую-то трубку топливную, которую я хер его знает даже как убирать. Плюсом, я посмотрел, мне нужно кое-что еще установить. Вот оно, это валяется кое-что. Я бы вот это бы поставил бы сюда, потому что, ну, без огнетушителя страшно ездить на такой машине. Я вообще бы по-хорошему бы скататься бы до города, хотя лучше до Лоппи. Но чтобы ехать до Лоппи, нам нужно завтра съездить до города, потом купить сахар и молоко, приехать отдать бабушке, и потом ждать, когда нам позвонит дядя. Ну или стукнет дядя, назовем это так. Я просто сам его буду ловить опять-таки в очередной раз. Мне нужен ключ на 6. Ключи у меня вон там. Пока что максимально ничего не понятно. Но машину нужно каким-то образом загнать сейчас под навес будет. Потому что это аккумулятор, с аккумулятором шутки плохи. Если он сгорит, а это 500 марок. Это как бы не совсем. Хотя лучше его просто достать, да и все, правильно? В принципе, решение любой проблемы, я думаю. Да и пусть она тут стоит себе. Все, у нас есть огнетушитель. Вот эту штуку как-то надо будет сюда поставить. Пожалуйста, в комментариях напишите, ребят, как ее ставить сюда. Я просто не допираю. Я уже как только не крутил ее. 4 болта на 7 там должно быть. Она не хочет туда вставать, ни в какую вообще, никак. Что нужно для этого сделать, напишите. В комментариях писали с самого начала, но это заметил то позже. И тем более серии выходят чуть-чуть позже, чем я играю, записываю их. Это у нас oil фильтр масляный. Шикарный. Это все, короче, потом перепроверим. Но сейчас что я думаю? А если я съеду с этой вот дороги, назад немножко отъеду. И свет, главное, есть, все нормально. А, слушай, это проблема-то не в дороге. Я думал, что потому что мы стоим на там где-то, это забаговало. Пока есть возможность, нужно не трогать ничего. Что-то сам... Подвеской, что ли? Угу. В комментариях, ребят. Мне нужны ваши комментарии. Что делать при таком раскладе, пожалуйста? Можно мне объяснить? Берем ключик на 8. Отключаем зажигание полностью. И снимаем прекрасную батарею, которая стоила таких огромных просто денег. Подожди, я на 8 взял. Вот. Аккумулятор пусть будет просто... Стоп, еще раз, что? А ты что там делал? Мне искренне хочется спросить.
Если это из-за него машина не ехала, я, конечно, охерею. Ну-ка, можно старт? Ты въебал мне аккумулятор, что ли? Подожди, нет, сейчас переиграем. Этого не было, стерли из памяти, этого не было. Это ты в смысле? А почему я его не убрал-то? Я много вопросов сам к себе сейчас задаю. Уберем эту хуйню черную нахуй. Он же был на зарядке, по-моему. Когда я успел его туда воткнуть, мне интересно. Вот он, ебал тут мозги мне, значит. Иди нахуй отсюда. Oil фильтр давай поднимем, потому что мало ли понадобится заменить наш. Так. Угу. Что еще тут не так? Возможно, после этого может поставиться туда вот эта штука. Маловероятно, конечно, но, блядь, попытка не пытка, мне, в принципе, не сложно. Да, значит, ставишь ее вот этой вот так вот стороной. Не, она вообще туда не встает. Какого хуя и как ее поставить туда, я попрошу в комментариях комментаторам написать. Буду очень благодарен, лайкну, закреплю. Так что правда, очень сильно поможете. Но если это разбирать опять мотор, я хер его знает. Будет ли это вообще логично. У меня просто настроение сегодня завести тачку, покататься немного. Совсем капельку. Но она не едет по какой-то причине. И в чем эта причина, я пока сам не знаю. Может, эти не докручены? Потому что тут вот двое есть. А вот эти вот как будто не работают. А на сколько там нужны? На 12 ключи, по-моему, нет? Я просто не ахти помню. Сейчас подбираем. Эх. Угу. 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 Тут все закручено. Вот в этом вся проблема, что тут все закручено. Угу. Еще можно, короче, ключиком на 7 кое-что поделать интересное. Это интересное располагается вот тут. Не 7, что ли, а сколько? Вроде было 7. Восемь. Или там просто отвертка. Хотя там пахнет отверткой просто, мне кажется. Теперь даем старт двигателю. Так, давай. Ну-ка, давай. И все, и опять он сдох. Ни фары, ничего не работает. Нет, слушай, я принимаю позицию того, что что-то не так. А что именно, я хочу, чтобы мне помогли разобраться комментаторы. Потому что я просто не знаю, я просто заброшу игру нахуй. Ну серьезно, это бред, я столько в эту игру вложил силы, времени, чтобы машина, блядь, не завелась. Еще раз, на сколько ключ нужно, чтобы снять аккумулятор? Я просто в них уже запутался. На 8 же? Я же правильно взял ключик? Правильно. Давай коротать вот эту штуку. Значит, в ней что-то не так. Я бы вообще на самом деле отвез бы ее к механику. Но чтобы отвезти, мы уже с тобой поняли, что нам нужно сделать. Поэтому мы просто вот так вот берем, кидаем ключики сюда, закрываем капот, закрываем дверь. В принципе, машина заводится. Все, теперь мы ее на боксе потом отвезем к механику и разберемся там уже с механиком по оплате, правильно? Был совсем, что у нас есть краска, ребята. Давай попробуем.
Провокационненько она будет выглядеть, конечно, но давай. Ржавчины не видно хотя бы. Хотя бы что-то. Лучше-то, конечно, у механика краситься при таких обстоятельствах, но что поделать? Нет механика сегодня, пока что. Красиво выглядит, красиво. Так, ну-ка. Вот эту сторону теперь докрашим. Докрашим. Давай, последнее крыло. Все, смотри-ка, она вообще выглядит сосочно. Еще бы знаешь, что сделать? Давай-ка вот так вот сделаем. Это чисто для превью. Во, ништяк. Вот так вот. Ну, спереди что-то не так почему-то, я не знаю. Я бы еще вот сюда залез бы, посмотрел, что у нас тут есть. Я платил бы что-то, съездил бы. Это все не то, это нам не понадобится, тоже не понадобится. Нам нужен леопард. Леопард. Тонировка. Это все сколько будет стоить? Это будет все очень дорого стоить, но мы вытянем, я думаю. Музыку пока трогать не будем, потому что это 2000. Даже больше, это 3200. Вот эту штучку для топливной смеси надо бы поставить. Это все не надо. Вот это бы заказать еще. Но это все уже не то. Все. Такое вот письмо сформируем. Закинем его в бусик сразу. Закинем туда, в магазин. Пока оно приедет, пока то, сё, мы денег поднакопим, я думаю. Даже если не поднакопим, оно все равно останется там и никуда не денется. Вроде как так. Вроде как так. Значит, что у нас тут еще есть? У нас есть патроны, которые пробки. Я не знаю, почему я хочу сказать патроны. Вот, блядь, правда, есть в лампочках, вот если кто-то там особо не понимает, о чем я говорю, есть патроны в лампочках. Я почему-то ассоциативно как-то думаю, что пробки это и есть патроны, но это не так. Ебать, у нас патронов. У нас еще и батарейки есть. Неплохо, 4 штуки. Пригодятся. Вот это вот все я бы скидал бы вот сюда бы, на самом деле, куда-нибудь. Чтобы это не валялось на кухне, мы же с тобой все-таки красиво живем. У нас еды вообще нормально. Я очень рад, что хотя бы еда есть. Это хотя бы какое-то количество времени не будет парить мне голову. Морочить, если угодно. Так, закроем дверь. С машиной там на улице ничего не будет, я думаю. Аккумулятор мы достали, убрали. Достали же и убрали, правильно? Куда, кстати, мы его убрали, мне интересно. Вон он, все шикарненько. У нас 8 батареек. Вообще шикардос. Это для фонарика, мне тоже в комментариях написали уже. Вот. Все комментарии лайкаю, ребят. Всем огромное спасибо за поддержку, которую вы оказываете под сериями под My Summer Car. Так, давай зайдем, помоемся. Потом попьем. Лучше попить сначала, потом помоемся и сходим сразу параллельно в туалет. Это мы всегда рады. Вот так вот. Все, ништяк. Так, все, мы чистенькие уже с тобой. Дверку закрываем, красота какая у нас. У нас дома вообще красиво, у нас все работает, у нас все вот прям шик и блеск. Потому что было темное время, когда мы не могли, блядь, уехать в город, у нас не было еды, все было плохо, а сейчас у нас все это есть, и мы ложимся чисто спать. Я не выключил телефон, по-моему. Если меня ночью разбудит, я наебну его. Нет, он, значит, выключен. Потому что уже пятница, ребят. Пятница-развратница, как говорится. Так, есть фургон тут? Есть, все, шикарно, поехали тогда. Я взял бы с собой пачку чипсов. Канистру для 98-го. Взял бы канистру, чтобы остановиться трактор немножко подзаправить. И на обратном пути бы привез бы еще. Для Сацумы надо заправиться. А для нее канистра вот. Нет, ты посмотри, какая она классная. Они прям так контрастненько будут смотреться друг с другом. Красный и синий фургон. Это прям вау. Она прям приятно выглядит. Но это очень провокационно. Я не знаю, я не хотел поначалу этого делать. То есть ставить именно такой расцвет автомобиля. Но вот как-то пошло, что будет такой теперь. Возьмем с собой молока.
Молока возьмем. Я вообще бы грохнул бы сосисок бы, штуку бы. Почему это молоко не молоко уже? Тут еще молоко, нормально. Так, выпили. А сосиски работают? Нет, мне интересно. Работают, все ништяк. Так, поехали. Мы захавали по-быстрому. Да, с собой, конечно, набор очень странных инструментов, но это ничего, это все нормально будет, я думаю. Сначала пристегиваешься. Потом, короче, отпускаешь ручной тормоз, зажимаешь ножкой тормоз, да, видишь, вон там. Можно, короче, газик поддавать, когда заводишься, чтобы он схватил быстрее. Значит, зажимаешь сцепление и даешь назад. И все, и поехал. Многим почему-то, мне вот в ЛС пишут мои знакомые, говорят, смотрим твой My Summer Car, говорит, нравится, как ты едешь. Я такой, в смысле, я же вырезаю, то зачем вам это смотреть? Ну, интересно. Я такой, ну ладно. Но я буду стараться все равно их вырезать, но вот сегодня, вот я пока еду до трактора, я буду ехать вот так, с записью. Значит, смотри, фургончик сегодня подзаправим, потому что надо. Подзаправим канистру. И у нас остается маленькое количество денег для чего-то еще. Так, ускоряемся немножко, максимально немного. Но третья передача вот по этому участку дороги, это плохо, но возможно. Я это вчера понял в серии, где мы немножко залетели в кусты, но это ничего. Дороги тут такие своеобразные. Ее нужно чувствовать. Вот я вот этот период дороги, вот этот, получается, вот этот интервал дороги вот от дома и до железной дороги у меня не совсем в голове отложен, поэтому я его плоховато знаю, примерно так, плюс-минус. Если бы я его хорошо знал, мы бы легко бы здесь проезжали. Бедный трактор стоит еще там. Зеленый поди сказал, заебался своим трактором, блядь, убираю, говорит, отсюда. Так, значит, ставимся на ручничок, отстегиваемся. Я бы вообще, на самом деле, оба отогнал бы немного, хотя бы ближе к железке. Подадим газу. Чтобы он не совсем на дороге-то стоял. Он сюда будет. Вот так вот здесь. Прокануть бы его. Все, отпускаем, значит. Газ, и он сам у нас глохнет. Все, ништяк, теперь надо поставить ручник, потому что он катится куда-то с горки. Открутим, значит, эту вот штучку. Возьмем канистру, которая у нас полная. Это вообще шикарно. Интересно, сколько эта канистра заполнит у нас свободного места в баке. Я бы, на самом деле, ее бы вот так бы развернул бы, открыл бы. Немножко вот так вот бы, вот так. У нас полбака еще таких нормальных, живых, между прочим. Я считаю, что мы вообще так-то доехали бы до дома, еще бы до этого, до скупщика дров 2 раза. Спокойно. Он очень долго заправляется. Я думаю, что канистры вообще не намного хватит. Половину сделали. Хотя бы половина. Полбака есть, это уже хорошо. Нет, я возьму, наберу канистру и буду возить с собой, потому что нам надо будет дизель наш заправить. Грузовик. Воу! My Summer Car, господи, не делай так больше. Если бы я сейчас упал и умер, было бы, ну, плохо, как минимум. Значит, мы с тобой максимально ускорились и едем уже опять-таки к городу. Сегодня надо еще подкупить, я думаю, ну, не на все деньги, но на какую-то часть денег продуктов. Плюс бабуля нам отдаст деньги за что-то. Какое-то количество денег за молоко, там, за все вот это, подзаработаем на бабуле немного. Я думаю, что нам денег пока что хватит. Пока что мы нормально. Без финансовой такой нормальной подушки нормально живем. Сегодня не будем все-таки для Сацумы 98 заправляться.
канистру не будем, просто так свозим ее. Я все-таки сэкономлю сегодня. Потому что она сама своим ходом не передвигается, не вижу никакого пока смысла. Так, выезжаем так вот аккуратненько на дорогу. И значит, смотрим. Сколько это у нас? 60, 70 где-то, давай. На третью уходим. Откроем окно, чтобы нам ебало выбило ветром. Чтобы зубы разлетелись даже вот так. От встречного автомобиля, понимаешь? Вот так вот можно ехать. Там вообще след, конечно, дымяра какой-то. Так, четвертую давай. Вообще на максимум, по-моему, этот автомобиль, который называется... Я не надо. Хиосико, походу, я так понимаю. Это автомобиль. Едет, по-моему, типа 160, 120 максимум. Что-то такое. Такие цифры у меня в голове. Короче, где-то от 120 до 160 максимум. Но на 120, я думаю, его уже трясет нормально так. Сейчас ты увидишь в очередной раз, как это происходит. Тут плюс есть еще радио, но я им пользоваться не буду во время серий. Вот сейчас вот я выключу запись и попользуюсь, так сказать. Вот, видишь, его начинает шатать, я просто жму вперед. То есть я газ жму. Его шатает из-за скорости. Вот таким вот образом. Особенно в повороте это максимально страшно. Или ночью это тоже страшно. Главное, лося случайно не сбить. Как ты понимаешь, радио здесь тоже глаголит на финском языке. Я буду говорить на фоне радио, потому что, YouTube музыку воспринимает только фрагментами. Вот, все. Отключаем запись, короче. У меня появилась идея, куда еще сегодня можно заехать. Короче, смотри. Есть прикольное место здесь одно. На обратном пути мы туда и заскочим. А для чего, я объяснять не буду. Мы, в процессе все поймем. Оба. С тобой. Мы. Я подъезжаю уже к городу, ребят. Нам чисто за сахаром сегодня съездить, чтобы у нас начался квест такой, мини-квест, когда мы сможем пользоваться автомобилем, который выглядит как осенизаторная тачка, назовем ее так. Так, где у меня? Справа же. К дизелю парканемся немножко. Заглушимся, отстегнемся. Так, сразу давай возьмем письмо, закинем. Пока я помню, возьмем сахар сразу и молоко, если оно респавнулось. Походу нет. А если оно не зареспавнилось, то это значит, сука, мне придется ехать самому. Вот сахар, домой придется ехать, блядь, за молоком. Что тут еще? Это сахар. Сахара давай 4 пачки. Сколько там? 27. Это этот квест, короче, где нужно развести всем буклетики вот эти, только я не помню, куда ехать. Поэтому я не буду этим заниматься, это геморройно немного. Так, давай сразу заправим автомобиль. Молоко-то я, прикинь, забыл. Я был уверен, что все будет ништяк сегодня. Но нам придется доехать до дома, забрать молоко. И потом только ехать до бабушки. Гений, просто гений человек, блядь. Меня не понять, я даже сам себя понять не могу. И молока у меня тут нет, естественно. Или я взял с собой молоко. Я хотел взять с собой молоко, чтобы пить самостоятельно. Но я не взял с собой молоко, я так понимаю. Господи, как обидно, что ты дебил, блядь, в семье. Точно нет молока нигде. Так, дизельную канистру надо заправить еще. Так, ладно, я пошел заправлять дизель. А вы такие посидите немножко, секундочку, переходик-то такой своеобразный, посмотрите. Так, смотри, я заправил канистру. Быстро делаем вот так, закрываемся и по сумме смотрим, сколько нам это все обошлось. Думаю, 200 где-то. Ой, до 132, да вообще ништяк. Чисто вот. Нормально. Так. Садимся в автомобиль, в котором нет, между прочим, молока. Гений, господи, какой я гений. Поехали до дома. Пристегнуться не забудем. Буду дома, включу запись. Я заправил канистру, кстати, но я хотел заехать еще посмотреть на этот. На прекрасный
грузовик, но мы его увидим потом. Не буду портить впечатление тем, кто не играл в эту игру, как выглядит грузовик. Когда за ним поедем забирать его для работы уже, потом покажу, объясню, как это все работает. А сейчас я заеду в кое-какое еще место. Но мне придется немножко воспользоваться пивом, потому что жажда меня переполняет просто, ребят. Значит, я здесь бы сразу бы 4-ю бы воткнул бы, потому что тут ехать буквально недалеко. Втыкаешь так 4-ю. Это просто гайд, мини-гайд. Куда и как ехать. Главное еще самому бы помнить это. Но я думаю, что я вспомню. Значит, берешь, разгоняешься хорошенько. Ну, нормально разгоняешься, чтобы нормально все было. Вон там, кстати, где-то, вон там сейчас будет поворот, по-моему, направо. Да. Там есть такие штуки. Вон они, их немножко было видно. Вот. Дорога там еще такая своеобразная. Я объясню, зачем это нужно. В смысле, это я не знаю, зачем это нужно. Я просто покажу это когда-то, когда мы туда заедем. Привет, блядь. Этот мужик на автобусе любит меня больше всех. Я думаю, я его самый любимый пассажир. Так, давай 2. Ну, в смысле, 2-ю передачу вот сюда. Значит, смотри, едешь тут немножко буквально. Пока не почувствуешь такой мини-поворот. Развязку, развилку, если угодно. Это еще одна дорога в город, и ты налево вот сюда сворачиваешь. Или нет, подожди. Ты здесь не налево сворачиваешь. Короче, до меня дошло. Мне просто еще надо было отойти буквально в этот момент. Мне написали, что нужно отойти по звуку, по-моему, в серии можно было догадаться, что мне написали. Это все не то. Это все не то, нам надо ехать взад немножко, буквально, немного. Я развилку, поехал не туда немножко. Нам нужно вот сюда, направо. Так, давай сразу со 2-й. Фургончик-то даже на 2-й в горку нормально так тянет. Там есть такой типа драг-трасса, где можно драг-рейсингом заниматься на уже не стоковой Сацуми. Но мы, возможно, на это посмотрим, но это маловероятно. Значит, ты подъезжаешь сюда, сворачиваешь налево. Ой, блядь! Не так же налево! Игра стебется, смотри-ка, блядь. А я еще отсюда не вылезу, мне надо будет выбить лабаш. Значит, лабаш у меня желания выбивать нету вообще никакого. Вылезем. Давай вылезем. О, вылезем. Ништяк. А пятница, они чё? Ебать копать. Нет, она так не работает. Блять, понты вот эти, фу. Игра, не надо, пожалуйста. Как громко-то. Куда так? Ёпта, если меня сейчас собьют, это будет счастье. Ясно. Ну чё, я поздравляю, мы разложили фургон. Это победа, ребят. Это то, что... Короче, я хотел за лавочкой заехать, но я же не думал, что мы разъебемся, блядь. Ебать, опытный водитель, нахуй. Стаж 13 дней. И как это? Все, это перезапуск.